Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы вяжем узор по просьбе нашей подписчицы в инстаграме Севды Алиевой. Посмотрите, какой изысканный, какой изящный узор. Это узор номер 75 из книги японского дизайнера Хитоми Шида «260 узоров спицами». Посмотрите, какой красивый элемент в центре узора. Я не устаю удивляться фантазии тех, кто придумывает узоры. Вот такое впечатление, что шнуры связаны в кисть и вот с шишечками на концах. Посмотрите, как это красиво смотрится на фоне изнаночной глади и в обрамлении ажурных дорожек. Давайте посмотрим на схему. Раппорт узора состоит из 22 петель и 28 рядов. Если вы будете вязать вот этот раппорт повторяющимся, то у вас будет чередоваться вот такая дорожка, затем изнаночная дорожка из изнаночных петель и вот этот узор с кистями. И вот они будут чередоваться. Я на своем образце связала так же, как в образце у Хитоми Шида. Этот узор с кистями я сделала центральным и по краям дорожки. Ну а вот уже петли платочной вязки это для того, чтобы узор не заворачивался, образец вернее не заворачивался при демонстрации. Здесь этого нету на схеме. Давайте посмотрим на схему. Те, кто с нами вяжет постоянно, те уже знают. Я говорю это в основном для новичков, что в японских схемах петли на схеме обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне. И поэтому по этой схеме очень легко вязать по кругу, потому что у нас при вязании по кругу мы вяжем постоянно на лицевой стороне, мы не переворачиваем вязание на изнанку, и мы все время вяжем по схеме. И все ряды при вязании читаем справа налево. Но мы с вами будем вязать поворотным вязанием. Это труднее, чем при круговом вязании. И при поворотном вязании в изнаночных рядах мы петли читаем наоборот. Вот условное обозначение. Это из русскоязычной версии книги 260 узоров спицами. Она на русском языке называется «Большая книга японских узоров». И вот здесь показана пустая клеточка. Это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. И соответственно, если мы на изнаночной стороне видим лицевую петлю, то мы будем вязать ее изнаночной петлей. Итак, начинаем. Мы с вами свяжем один раппорт так, как он обозначен на схеме у Хитоми Шида. Набираем на спицы 24 петли вместе с кромочными. Обратите внимание на схему. Первые два ряда не входят в раппорт узора, они считаются установочными рядами. Их обычно вяжут тогда, когда узор вяжется без резинки, сразу начинается изделие с узора. Если вы вяжете резинку, то эти два ряда вязать не надо. Мы с вами будем вязать точно по схеме. Первый лицевой ряд мы вяжем лицевыми петлями. Все 22 петли узора лицевые. И, естественно, первая кромочная снимается, и последняя кромочная провязывается изнаночной. Второй изнаночный ряд. Провязываем 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 6 лицевых до конца ряда. Мы провязали с вами 2 установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. И сейчас мы будем начинать вязать узор. Самое интересное начинается. Первый лицевой ряд. Провязываем 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. У меня петельки лежат неудобно,
Мне их нужно развернуть и подхватим за передние стенки, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Те, кто вяжет классическими петлями, петли разворачивать не надо, они удобно лежат для этого. Делаем накид, 2 изнаночных. Далее берем дополнительную спицу, провязываем на дополнительную спицу. Можно провязать на правую спицу, потом перенести эти провязанные петли на дополнительную. Я сразу на дополнительную провязываю. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночную и 2 лицевые. Вот у нас на дополнительной спице 5 петель. Теперь мы обвиваем их рабочей нитью 3 раза против часовой стрелки. Вот так. Обвиваем не туго и не слабо. Вот чтобы было такое впечатление, что у нас стянута кисть. Вот посмотрите. 1 раз, 2 раз и 3 раз. Вот так вот я считаю, что этого достаточно. Вот так вот обвить. Возвращаем эти петли на правую спицу. Мы же их уже провязали. И вот так вот должно получиться. Вот сейчас я вам покажу свой косяк. Вот у меня образец. И посмотрите, я вот в центре, первое обвитие я сделала красиво, получилось хорошо, а второе обвитие я сделала слабое. Вот просто я потом подтянула ниточку. Ну, если это было бы изделие, я бы просто аккуратненько потом ее спрятала. Но так как этот образец, я не стала делать. Я просто подтянула, потому что здесь было очень слабо. Не было эффекта вот стянутой кисти. Поэтому вот смотрите сами, чтобы все-таки этот эффект был. Итак, мы обвили 5 петель 3 раза. Дальше вяжем 2 изнаночных. Делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Просто подхватываем петли за задние стенки и провязываем 2 вместе лицевой. Тем, кто вяжет классикой, нужно сделать протяжку. Снять первую петлю, вторую провязать лицевой и протянуть ее через снятую. И в конце ряда будет 3 изнаночных. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными, и накиды мы вяжем тоже изнаночными. И вот посмотрите, вот мы дошли до обвитых петель. Мы помним, что у нас было, мы обвивали 2 лицевых, 1 изнаночную, 2 лицевых. Значит, на изнаночной стороне мы их провязываем 2 изнаночных, 1 лицевая и 2 изнаночных. Смотрите на схему, и вы не запутаетесь. Все, такие ряды я буду в видео пропускать, чтобы видео не затягивать. Петли вяжем по рисунку. 3-й лицевой ряд. 3 лицевых, 3 изнаночных. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Дальше вяжем изнаночную петлю. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Лицевая петля, накид, изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот я изнаночную петлю сразу подхватила за переднюю стенку, вот, и она у меня развернулась за лицевой и удобно легла. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот тоже, вот смотрите, изнаночная петля у меня лежит хорошо, а лицевой мне нужно развернуть для этого. Вы смотрите внимательно, и вы увидите, что петельки сами просятся: разверни нас. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночных. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. 5-й лицевой ряд.
сразу после кромочной делаем накид. И вот у нас 3 петельки, нужно провязать их все 3 вместе лицевой, так, чтобы средняя петля была по центру. Снимаем 2 петли на правую спицу, не провязывая, и меняем их местами, так, чтобы средняя петелька была выставлена перед второй петлей. Вот так, перед первой петлей. Вот так мы среднюю петлю выставили на первое место, вернули на левую спицу все петельки и провязываем их все 3 вместе лицевой. Средняя петля у нас легла по центру. Дальше делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, делаем накид, снова провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая петля, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. В конце ряда 3 изнаночных. 6-й изнаночный ряд мы провяжем вместе. Вот там в конце будут петли не по рисунку. Провязываем 3 лицевые. Здесь у нас петли идут по рисунку. 6 изнаночных. 1 лицевая, 6 изнаночных, 3 лицевых, и в петлях дорожки у нас как бы по рисунку мы бы провязали их изнаночными, а по схеме у нас их нужно провязать лицевыми петлями. 3 лицевых. Еще раз покажу свой образец. Вот посмотрите, вот эти 3 лицевых образуют вот такую вот горизонтальную дорожку из изнаночных петель на лицевой стороне. В самом начале узора я не провязала их, машинально провязала петли по рисунку. И вот посмотрите, получилось вот так вот. Без вот этой дорожки. Если хотите, вяжите так, тоже получается красиво. Ну, просто с дорожками узор получается более рельефный. 7-й лицевой ряд. 3 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая петля, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 3 изнаночных. В 8-м изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 9-й лицевой ряд. 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. И вяжем в зеркальном отображении центральную часть узора. 1 изнаночная, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И в конце ряда 3 изнаночных. 10-й изнаночный ряд вяжем по схеме. Провязываем 3 лицевых, 5 изнаночных,
И далее у нас будет 3 лицевых. Здесь вот в центре мы накиды вяжем лицевыми петлями. 3 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Вот что у нас получается после провязывания 10 рядов. Вот сейчас в центре мы будем, где вывязывать шишечки, там у нас накиды будут в изнаночных рядах вязаться лицевыми петлями. Вяжем 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. 3 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру, так же как мы провязывали это ниже. Дальше снова делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Дальше 3 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще раз повторяем: накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных в конце ряда. 12 изнаночный ряд, 2 лицевые, 5 изнаночных, 5 лицевых. Накиды здесь провязываем в центре лицевыми. 3, 4, 5. И дальше будет 5 изнаночных, и 5 лицевых до конца ряда. Вот в дорожке, после того, как мы 3 вместе провязали лицевой, на лицевой стороне здесь мы провязываем петли лицевыми в изнаночном ряду. Вот видите, тут вот у Хитоми Шиде показано, что раппорт 22 петли и 28 рядов, но у дорожки раппорт всего 6 рядов. Вот эти элементы повторяются через 6 рядов, а вот эти 28 рядов — это раппорт центрального узора. 13 лицевой ряд. Провязываем 3 лицевые, 4 изнаночные. Вот обратите внимание, у нас тут 2 изнаночных и 2 лицевых. Мы провязываем их изнаночными. 4 изнаночных. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая петля, накид, 2 изнаночных. Следующую петлю мы так будем провязывать. Нужно опуститься в петлю на 3 ряда ниже. Вот посмотрите, у нас вот 1 ряд, 2 и 3. 1, 2, 3. Вот сюда вводим спицу и вытягиваем рабочую нить, вытягиваем петлю, вытягиваем вот так ее до, ну как вот на высоту этих 3 рядов. Мы из этой петельки будем вывязывать 5. Вот мы сделали 1 петлю лицевую, провязали, делаем накид, тоже все это на одной высоте, чтобы были. Снова вытягиваем петлю, это уже 3-я петля будет у нас. Снова делаем накид, 4-я петля, и еще раз вытягиваем, провязываем лицевую петлю. Вот на спице у нас 5 длинных петель. Сбрасываем эту петлю с левой спицы, вот мы ее провязали на 3 ряда ниже, эту петлю. И вяжем дальше. У нас будет 2 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 изнаночных до конца ряда. Четырнадцатый изнаночный ряд. Провязываем 4 лицевых, 2 изнаночных,
3 лицевых, накид здесь лицевой провязываем, 5 изнаночных, петли, которые мы вытягивали на 3 ряда ниже, из петли на 3 ряда ниже, мы вяжем изнаночными. Далее будет 3 лицевых, и петли дальше по рисунку идут 2 изнаночных, 4 лицевых и 3 изнаночных. Пятнадцатый лицевой ряд. 3 лицевых, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая петля, накид, 3 изнаночных. Вот дошли мы до 5 петель, до 5 лицевых. Теперь мы их провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Ну вот 3 петельки снимаем, не провязывая, на правую спицу и выставляем среднюю петлю на первое место. Вот так. И все 5 петель подхватываем и провязываем их вместе лицевой. И получаем вот такую красивую шишечку. Такой красивый элемент. Еще его я видела называют японская шишечка. Далее 3 изнаночных, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 изнаночных в конце ряда. Шестнадцатый изнаночный ряд. 3 лицевые, 2 изнаночные, 9 лицевых. Шишечку, петлю от шишечки мы тоже провязываем лицевой. И дальше будет 2 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Семнадцатый лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид, провязываем 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Снова делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночных. И теперь вот точно такой же элемент мы начнем вывязывать на следующей петле. Опускаемся в петлю на 3 ряда ниже. 1, 2, 3. Вот сюда. Вытягиваем лицевую петлю длинную, делаем накид. Еще раз вытягиваем петлю, делаем накид. И еще раз вытягиваем петлю. Далее спускаем петлю с левой спицы и вяжем дальше 3 изнаночных. И точно так же делаем, провязываем следующую петлю. Опускаемся на 3 ряда ниже, вытягиваем 5 длинных петель, сбрасываем петлю с левой спицы и вяжем дальше 2 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных. 18 изнаночный ряд. Провязываем 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 5 изнаночных, 3 лицевых, 5 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и 6 лицевых до конца ряда.
петли дорожки мы тоже вяжем лицевыми. Вяжем 19 лицевой ряд. Провязываем 3 лицевых, 3 изнаночных, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 5 петель провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Снимаем 3 петельки на правую спицу, выставляем на первое место среднюю петлю, возвращаем петли на левую спицу и все 5 петель провязываем лицевой. Хорошо вытягиваем, подтягиваем петельки, выравниваем и вяжем дальше. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И снова 5 петель провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля была по центру. Если не очень удобно 5 вместе провязывать петель, хотя они длинные, должно быть удобно, можно воспользоваться крючком. Дальше будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 изнаночных. Мы провязали 19 рядов. Вот как получается на данном этапе. И дальше в изнаночных рядах мы будем вязать петли по рисунку. Вот сейчас в 20 ряду петли уже будут вязаться по рисунку, только вот эти петли, где мы вывязывали вот шишечки, мы будем их провязывать лицевыми. Ну, вообще давайте вместе провяжем. 20 изнаночный ряд, 3 лицевых, 2 изнаночных, 4 лицевых. Вот видите, петелька от шишечки тоже вяжется лицевой. 1 изнаночная, 4 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых и 3 изнаночных. Все, дальше в изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. Я буду их пропускать. 21 лицевой ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, накид, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных. Двадцать второй изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку. 23 лицевой ряд, сразу после кромочной делаем накид, провязываем 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Снова делаем накид, 3 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше будьте внимательны. У нас тут идет смещение петель. Провязываем 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночных в конце ряда. Это мы провязали 23 ряд. В 24 петли провязываем по рисунку, только не забываем, что в конце у нас, вот после того, как мы в дорожке сделали накиды, мы эти петли будем провязывать лицевыми. Вот 3 петли в конце ряда у нас будут лицевые, а все остальные петли
мы вяжем по рисунку. 25 лицевой ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 изнаночных в конце ряда. В 26 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 27 лицевой ряд, 3 лицевые, 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночных в конце ряда. 28 изнаночный ряд, последний ряд раппорта, петли провязываем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали 28 рядов, мы провязали полностью раппорт узора. И в следующем ряду он будет уже повторяться раппорт с первого ряда, и в следующем ряду мы вот снова обовьем вот эти 5 петель 3 нитями, и будет у нас получится эффект кисти. Вот так вот. Давайте провяжем первый ряд. Ну все, любуемся результатом. Посмотрите, как красиво получается. Здесь нитки потолще, в 50 граммах 135 метров. И здесь нитки потоньше, в 50 граммах 200 метров. Здесь спицы 2,5, здесь спицы 3. Посмотрите, как красиво получается. Из пряжи любой толщины. Узор украсит любое вязаное изделие. Он прям будет истинным украшением. Давайте скажем спасибо Севде Алиевой за идею мастер-класса. Мы научились с вами вязать узор номер 75 из книги Хитоми Шиде 260 узоров. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под видео. Нажмите на слово «Еще». Там много интересной и полезной для вас информации. Я желаю вам удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.